Друзья, всем привет! Недавно Украина открыла границы свои для молодых пацанов, украинцев, в возрасте от 18 до 22 лет. И непонятно по какой причине они это сделали. Там много разных сейчас слухов ходит и информации. Мы сейчас это обсуждать не будем. Но смысл такой, что все, правительство Украины открыло границы. И пацаны ринулись из Украины. Возраст 18-22 года. Молодые пацаны. Большинство из них, конечно же, поехала в Германию. Почему? Мы с вами прекрасно понимаем, потому что Германия сейчас выступает как магнит для всех своими высокими социальными пособиями. Да? А украинцы получают денежное пособие Бюргергельд, а беженцы из стран Африки и Ближнего Востока получают там тоже свое пособие, которое на 100 евро меньше. Германия это одна из стран Евросоюза, которая платит беженцам из разных неблагополучных стран вот такие высокие пособия. И, соответственно, украинские пацаны не исключение. Они все поехали, большинство из них поехало в Германию. И эти притоки их фиксируют уже немцы. Они говорят, там представитель Министерства внутренних дел Германии заявил, что если раньше, пока границы были закрыты на замке украинские, то там где-то в неделю, может, 100 человек оформлялось, беженцев, да, каждую неделю. Из молодежи имеется в виду. Как только границы открыли, все, мы видим, больше 1000 человек еженедельно, вот этих украинских пацанов в возрасте от 18 до 22 лет в Германии оформляются, получают временную защиту и, соответственно, получив временную защиту, что они делают? Правильно, они идут в джоб-центр и оформляют денежное пособие Бюргергельд и садятся на плечи немецких налогоплательщиков. Это все прекрасно мы понимаем и знаем. Соответственно, многие немецкие политики и чиновники это все поднимают, им это не нравится, да и населению немецкому это тоже не нравится, потому что недавно я рассказывал о том, что был проведен в Германии социологический опрос именно граждан Германии, коренных, которые не имеют миграционное прошлое, и они там 66% заявило, они считают, что не должны украинцы, находящиеся в Германии на 24 параграфе, получать денежное пособие Бюргергельд. Соответственно, это все сейчас дискутируется, поднимается, опять обсуждается, споры там и так далее. И высказался по этому вопросу, по Бюргергельд и по этому огромному притоку молодых парней из Украины в Германию, председатель партии ЦСУ в Баварии, он же и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Он публично заявил, что необходим абсолютно новый подход к работе с просителями убежища из Украины, вот этими молодыми пацанами. Необходимы четкие правила, он говорит. А что это будет означать? Это будет означать, первое, прекратить выплаты денежного пособия Бюргергельд. Эту историю мы с вами давно уже слышим, это не новость, да. А также он считает, что необходимо ограничить доступ и приток украинцев молодых, которые сейчас едут в Германию. Только он не говорит, как он это видит, реализацию этих предложений. Он об этом ничего не сказал. Он просто высказал такое мнение, что необходимо прекратить доступ, приток, чтобы меньше их ездило и так далее. И немецкие средства массовой информации опубликовали, скажем так, его слова, что он имел в виду, ссылаясь на его эти тезисы и высказывания публичные. Из-за последних послаблений на выезд из Украины в Германию приезжает заметно больше молодых мужчин, пожаловался Зёдер, пишут СМИ. Но им было бы лучше оставаться у себя на родине, чтобы ее защищать и оборонять. Нужны разумные механизмы управления. То есть он четко говорит, что молодые пацаны, лучше бы им было остаться у себя в Украине, чтобы защитить Украину. Это, кстати, друзья, ответ тем, кто говорит и распространяет в Германии, и не только в Германии, мифы. Я считаю, что это миф о том, что украинская молодежь, дети, они абсолютно очень сильно нужны Германии, что Германия в них нуждается, да, потому что когда они подрастут, они своей работой будут когда-то в будущем будут приносить пользу экономике Германии и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы, наверное, слышали такие изречения, да, и я считаю, что это миф.
Почему? Потому что эти же мифы распространяют сами украинские беженцы. То есть, как бы, я не знаю, наверное, сами себе вселяют надежду, что они в будущем, то есть семьи, которые имеют детей, они могут там как-то остаться. Ну, наверное, с этой целью. Ну, скорее всего. Потому что это все произносится именно вот в таком контексте. Понимаете, когда, ну, слышишь там или читаешь в комментариях. Так вот, вам Зёдор четко ответил. Это вот я тем показал и говорю, кто распространяет эти мифы и слухи, да, о том, что там молодежь кому-то нужна Германии и так далее, что будет Германия держаться за молодежь, никого там не вышлют, специально программу придумают, ну там придумают, накрутили себе и придумывают. Вот четко Зёдор дал ответ. Вот, это не последний, скажем так, не последнего уровня политик. Понимаете, в Германии четко дал ответ. Нам не нужна украинская молодежь. Она не нужна. От 18 до 22 лет. Это вообще молодые трудоспособные парни. Они не нужны Германии. Он четко об этом публично заявил. Вот и все. Украинская молодежь, он считает, должна оставаться в стране. И если вы думаете, он один такой политик немецкий, который так считает, то вы глубоко ошибаетесь, друзья. Вот вся ситуация. Поэтому там много разных мифов, но вот мы с вами видим, как есть. Пока решать этот вопрос не думаю. Я не думаю, что будет Германия, значит, как-то ограничивать въезд молодежи там, или вообще других украинских беженцев. Я думаю, что все равно будут помогать. Но, по крайней мере, мы видим, как вот такого большого уровня политики уже выносят это в публичные дискуссии. Понимаете, уже об этом заявляют, уже предложения и так далее. Вот его сейчас подхватят. Его подхватят, и будут и другие тоже, и министры будут выступать. Понятно, что все это в корректной форме делается, но вы понимаете смысл, к чему все это идет. Вот такая ситуация, друзья. Что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.